Всем привет! Это Ваня и Даша. Сегодня мы отправимся на чайные плантации и посетим фабрику по производству чая на Шри-Ланке. Оставайтесь с нами, чтобы увидеть самое интересное. Для производства белого, зеленого, черного и другого чая используется только одно растение и его подвиды. Они получаются разными, так как обрабатываются по-разному. Чтобы узнать о чае больше и заглянуть на его производство, мы посетили чайную фабрику Дамро. Она находится неподалеку от водопада Рамбода по дороге из Канди в Нувара-Элию. Экскурсионные группы очень маленькие. Мы были в составе из 6 человек. В день на фабрику сборщик приносит 20 килограмм листьев и получает за это 800 рупий. В месяц его зарплата получается примерно 25 тысяч рупий. На фабрике работает 1000 человек, из них 700 женщин и 300 мужчин. Зеленый чай присылают с другой плантации, а здесь делают белый и черный чаи. Собирают только верхушку, 2-3 листика, потому что они самые ароматные. Сразу после поступления листья попадают на завяливание. Их тщательно раскладывают на длинных конвейерах с решетчатым дном. Загружается 2000 килограмм, но после просушки получают только 1000, потому что 50% влаги уходит. Зона завяливания, куда листья попадают после сбора, в день нашего посещения не работала, так как был выходной. В этом помещении приятно пахнет сеном, а аромат чая угадывается уже позже. Сушатся здесь листья 12 часов, а в дождливую погоду и больше. С помощью больших вентиляторов теплый воздух загоняется под линию и проходит через листья снизу вверх. Чтобы процесс проходил равномерно, каждые 2 часа их переворачивают вручную. Вместе с потерей влаги лист претерпевает и другие изменения на этом этапе. Его структура становится более эластичной, а сок более вязким. Благодаря этому в дальнейшем чаинки можно будет скрутить, не нанеся листу вреда, и подвергнуть ферментации, если это необходимо. После сушки начинается обработка чая. Все листья загружаются в скручивальную машину, каждая из которых обрабатывает 325 кг чая за полчаса. Затем будущий чай отправляют в зону ферментации на 3 часа. Это очень важный процесс для черного чая. Он насыщается кислородом, и от этого зависит его вкус, цвет и насыщенность. Белый и зеленый чаи не проходят эти процессы. Черный чай крепче, так как в нем больше кофеина, он более горький. После ферментации черный чай отправляют на тепловую сушку. Цвет и аромат остается естественный и убиваются бактерии на листьях. Листья засыпают коричневые, а на выходе получают черные. Чай не окрашивают и не ароматизируют. После всевозможных преобразований и получения готового продукта чай необходимо отсортировать. Это нужно для получения однородного состава. Сначала чай просеивают, в результате чего листья сортируются по размеру. Чем мельче фракция, тем более крепкий получаем чай. Затем из него удаляются различные ненужные веточки, которые идут на удобрение. После чай продувают, чтобы избавиться от чайной пыли. Готовый продукт качественно упаковывают, так как чай хорошо впитывает влагу и окружающие запахи. 20% производимого чая остается на Шри-Ланке, а остальное идет на экспорт в такие компании, как Липтон, Дилма и другие. На Шри-Ланке чай растет на высоте около 500 метров над уровнем моря, и чем выше он растет, тем лучше. После экскурсии вас обязательно угостят ароматным чаем. В дегустационном зале все производимые образцы выставлены в ряд. Они даже заварены в чашечках, что позволяет оценить, каким будет напиток из этого листа, а также почувствовать его аромат. В магазине возле фабрики можно приобрести на ней же произведенный чай. В ассортименте есть как пакетированный чай со всевозможными ароматами, так и листовой. Мы предпочитаем черный чай с лимоном. А какой любите вы? Поделитесь с нами в комментариях. Цена черного листового чая 800 рупий за упаковку. Продаются они с пайком и по 5 пачек. Зеленый чай 750 рупий, белый и золотой от 4000 рупий за пачку. Красивые подарочные упаковки из дерева по 4000 рупий. Сама экскурсия, а также дегустация чая бесплатны. С дегустационного зала видна огромная смотровая площадка и есть спуск вниз на плантацию, где можно сделать красивейшие фото. В регионе Нувара-Элия каждый клочок земли занят чайными кустами. И увидеть, как растет чай, можно повсеместно, но только на территории фабрики вам разрешат прогуляться между кустами. Вы сможете вблизи рассмотреть каждый листочек. И пускай мы осветили лишь общие процессы производства чая, ведь каждый завод имеет не один десяток собственных тонкостей, но теперь вы имеете представление о процессе производства чая, и выпивая очередную чашечку, вспомните наше видео.
Представьте, как ведете рукой по чайному кусту, как вдыхаете терпкий аромат подсушенных листьев. Открывайте мир для себя, путешествуйте, ведь оно того стоит. Не забудьте поставить лайк этому видео и посмотреть наши другие видео с плейлиста о Шри-Ланке. Это подбадривает нас на создание новых интересных роликов для вас.